Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Здравия вам и позитивного, солнечного настроения, которое помогает с улыбкой посмотреть со стороны на множество житейских ситуаций и зарядить семена растения энергией своей жизни. Этот посыл очень важен каждому огороднику, дачнику, садоводу, цветоводу, также при размножении цветочных, декоративных, садовых растений с помощью черенков. Сегодняшнее видео посвящено нарезке и укоренению нарезанных уже заранее черенков и после первых заморозков подготовленных и прошедших закалку вот этих черенков, которые мы уже подготовили и хранили в холодильнике, кто-то в снегу, кто-то в песке. И вот сейчас приходит время для укоренения этих черенков. Прежде чем мы рассмотрим сам агрогороскоп нарезки и укоренения черенков в феврале 2022 года, предлагаем вам несколько важных подсказок для получения позитивного результата. Вот эти черенки я нарезала с растения инжира. Укореняю их в воде в стеклянной баночке. Здесь несколько важных подсказок, полученных методом проб и ошибок где-то лет 10 назад. Я допускала очень серьезную ошибку, и мои черенки сгнивали. И это происходило тогда, когда я заливала в баночку для укоренения много воды, практически доверха. В этой баночке очень много воды. Я вам сейчас показываю вот две баночки, два примера. Один тот, который не даст результат, и второй, который принесет хороший результат. К месту образования корней вот в полной баночке не поступает нужное количество кислорода. И начинается процесс загнивания. Растениям, клеточкам нужен обязательно кислород. И не имеет значения, черенки какого растения вы укореняете. Или вот одревесневшие, или же потом зеленые будете пасынки у томатов или огурцов устанавливать на укоренение. Нужно наливать в баночку или в другую емкость, но лучше все-таки стеклянная вот эта посуда, мы уже убедились, это самый лучший вариант, и в нее нужно наливать воду высотой вот от низа где-то 1,5, ну самое больше 2 сантиметра, но ни в коем случае не более. Это правило номер 1. Правило номер 2. Вода для укоренения должна быть чистой, ни в коем случае не водопроводной. Даже если у вас нет другой воды, только водопроводная, отстаивайте ее несколько дней, затем замораживайте в морозилке и только вот ту уже талую воду размораживайте, доводите до температуры определенной для укоренения черенков, и вот тогда можно уже устанавливать на то, чтобы растения укоренялись, чтобы образовывались корешки. Это очень важно. В водопроводной воде сейчас столько всего ненужного для растений, и не только для растений, но не об этом сейчас речь, а вот как нужно подготовить ее, мы вам подсказали. Ну а теперь о температуре укоренения. Она должна составлять минимально от плюс 16, плюс 18 до плюс 25 градусов. Идеально для укоренения температура плюс 20, плюс 22. И баночка с черенками не должна охлаждаться от окна, от самого подоконника. Поэтому лучше черенки установить в комнате, на столике, на этажерке, где нет резких перепадов температуры днем и ночью. И температура водички, в которой находятся вот эти череночки, всегда должна быть одинаково комфортна для образования корешков. Это очень важно. Учтите, пожалуйста, эту подсказочку. 4 правило. Как быть, это правило, которое
я составила по вашим вопросам, которые вы задаете, и в последнее время очень часто эти вопросы звучат. И смотрите, как я эти вопросы объединила. Как быть, если вода испаряется из баночки, и черенки тоже забирают часть воды на себя? И надо ли мыть баночку во время укоренения? Есть даже такие, хотят, чтобы всегда была прозрачная чистая вода. Это очень важные вопросы. Прошу обратить внимание на этот момент. Здесь мелочей абсолютно нет никаких. Когда воды становится все меньше и меньше, я допускаю, кстати, уменьшение воды до 1 сантиметра. И вот тогда доливаю этот ушедший объем воды, ну еще где-то высота идет где-то пол сантиметра, до 1 сантиметра, не 1,5, полсантиметра. Всегда должно быть в баночке, вот линеечка есть, вымеряем снизу до 2 сантиметров вот эта водичка. Тогда кислород поступает к корням, вот этим образовывающимся корешочком. Во время нахождения черенков в воде образовываются своеобразные хлопья. Это очень хорошо. Это своеобразная иммунная защитная система в воде для образовывающихся корешков. И вот эти хлопья создают сами растения, то есть сами корешки. Поэтому нельзя ни в коем случае мыть баночку и менять воду. Не делайте, пожалуйста, этого. Не нужна сейчас им там эта прозрачная вода. Там сейчас создается прекрасное вот это место, своеобразное место, как вот ребенок находится в матери внутри, вот так и вот создаются вот эти околоплодные воды, вот этом объеме воды для образования новых корешочков, для нового растения. А баночку мы помоем тогда, когда черенки начнут образовывать корешки, и мы их пересадим в горшочки с почвогрунтом. Есть и другие способы укоренения черенков. У каждого растения есть свои особенности размножения черенками. Мы же сегодня выбрали этот способ потому, что по нему поступило наибольшее количество вопросов. Нам очень хочется, чтобы у вас, уважаемые подписчики, зрители, все получалось хорошо, и все агроприемы были сделаны правильно, а также наши агрогороскопы помогли вам осуществить свою мечту, в продуктивное время заложить на новые вот эти череночки для размножения любимых растений с помощью черенков. А теперь рассмотрим сам агрогороскоп, нарезки и укоренение черенков в феврале 2022 года, время московское. Выбираем очень хороший период, продуктивное время в знаке Телец при растущей луне, а также это очень хорошие продуктивные дни солнечного календаря. Давайте мы выберем вот эти времена, периоды, которые можно использовать для укоренения. С 7 февраля с 3 часов ночи до конца суток. 8 февраля мы пропускаем. В это время Луна будет переходить из первой во вторую фазу и займет часть даже 9 февраля. Поэтому 8 исключаем. Это стрессовая ситуация. И 9 февраля мы можем использовать только 2 часа утром рано, с 5 часов утра до 7 часов утра, потому что далее уже с 7 часов 50 минут и до 13 часов 27 минут будет Луна без курса. Это сложное тоже время, и оно не дает хороших результатов, позитивных точно не дает. И мы используем вот это время для укоренения черенков. Как видите, достаточно времени, если все подготовить и заранее все сделать. И потом только заниматься нарезкой или же уже укоренением черенков. Следующий очень хороший период, тоже короткий, потому что часть этого периода в Деве, это уже убывающая Луна,
сразу же после сожженного пути полнолуния. Он завершается в 19:58 18 февраля, а до этого время полнолуния, сожженного пути полнолуния. Поэтому 18 февраля мы можем использовать только период для укоренения черенков с 20 часов вечера и до конца суток. А далее у нас снова же луна без курса 19 до момента перехода Луны из знака Девы в знак Весы. У нас будет луна без курса с 2 часов 20 минут до 6 часов 51 минуты. Но снова же в вечернее время подготовили и все сделали. Есть еще один хороший такой период. Это время при убывающей луне в знаке Козерог. И солнечный день очень хороший, солнечный период. Это уже глубокая убывающая луна. Здесь более долго происходит укоренение черенков, поэтому не волнуйтесь, нужно набраться терпения. Что мы можем делать, если не успели вот в Тельце и в Деве? В Козероге 25 февраля начинается вот этот хороший, благоприятный, продуктивный период для укоренения черенков с 20 часов вечера и до конца суток. 26 февраля все 24 часа. И 27 февраля с 0 часов и до 16 часов 30 минут. На этом завершаем сегодняшний утренний выпуск. Авторы канала, а это мы, Раиса Горяченко и Александр Волик, ждем вашей оценки нашего труда. Ставьте палец вверх, комментируйте, делитесь этим видео с другими, с теми, кому вы желаете благополучия и добра. Если же вы еще не подписаны на наш канал, а только зритель, подписывайтесь. У нас всегда интересно и есть уникальная возможность использовать уже позитивный опыт, не тратя многие годы на свои личные испытания. Прощаемся с вами до следующего видео на нашем канале. Пока-пока!